Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Евгений Унгуран. Сегодня я начинаю цикл серии по подготовке мотоцикла Suzuki Boulevard М109R к дальнику. Я сторонник стоковой заводской комплектации, и, собственно, все дополнения, которые я буду делать с мотоциклом, они вызваны только насущной необходимостью. Сегодня я хочу оборудовать мотоцикл USB-зарядкой для питания всех гаджетов, которые мне необходимы. Телефон, может быть, навигатор, еще что-то. В общем, будем снимать видео из серии «Готовим мотоцикл к сезону в мастерской». Поехали. Разъемы из прошлого видео, которые я приобрел в Китае, выглядят вот так. Ставятся на некую резьбу и подключается питание. Изначально разъемы я хотел поставить в корпус самой фары с обратной стороны. И вроде все было удобно, можно было добраться рукой, и провода не мешали бы. Но столкнулся я со второй необходимостью при поездке на дальняк. Это с ветровым щитком, с ветровым стеклом. И когда я его поставил, то понял, что до этих разъемов я добраться не смогу. Абсолютно никак. Поэтому сейчас я посмотрел, нашел им новое место. Ветровое стекло я просто тут примерял. Сейчас я его сниму и покажу это место. Вот здесь у нас есть вот такая хромированная панель приборная. И здесь внутри, если залезть пальцами, там пусто. Собственно, мы сняли вот этот вот колпак кое-как. Держится он на 3 саморезах. Как я их поставлю назад, я не знаю, еле выкрутил. Но снять полностью щиток я не могу, потому что держится он на 4 винтах. 2 из них я откручиваю, а 2 других, они, чтобы до них добраться, надо снять руль. Это какой-то бред, конечно, ну, блин, это так. Вот эти разъемы мне нужно, чтобы были под рулем, вот отсюда, и они были мне доступны. Соответственно, здесь можно сделать кронштейн, который можно закрепить на, ну, либо на 2, либо для устойчивости на все 4 болта, и привести сюда провод. Вот отсюда, по этому жгуту, из фары. Так, нашел в мусоре вот такой кусок нержавейки от каких-то предыдущих поделок. Немножко обточил, чтобы не порезаться на наждаке. Вон, руки уже черные. А сейчас буду изгаляться. Значит, здесь я его перегну, здесь будет 2 отверстия, здесь язычок. Этим он будет крепиться к мотоциклу, а в загнутой части сделаю отверстие вот под это гнездо и будем крепить. Это хорошо, что у меня есть в мастерской сверлильный станок. Значит, я накернил отверстие. Эта штука отрежет мне пальцы в случае чего, поэтому обязательно ее надо держать пассатижами. Просто рекомендую вам. Поехали. Нержавейка обрабатывается не очень хорошо, я бы сказал, очень плохо. Так, теперь обороты надо убавить. Меняем сверло. Максимально у меня есть на 25. Используем обязательно конусное такое ступенчатое сверло, потому что если сверлить просто большим сверлом, оно порвет эту нержавейку и поотрезает вам пальцы. Поехали. Прошел. Так, в итоге мы получаем 25 миллиметров, а нам надо сделать 26 по этой стороне, и оттуда окружность 28, даже 29 миллиметров по вот этим сторонам. Дальше все делается старым добрым напильником. Долго и муторно. Но здесь ничего сверхъестественного нет. Берем круглый напильник. И шкрябаем до посинения. Я уж извиняюсь, я это дело показывать не буду. Включу музыку и буду кайфовать. Немножко поработал напильником. И разъем вот отсюда покажу. Входит и не вращается, это главное. Он не должен вращаться в этом отверстии. Все. Теперь загибаем эту пластину вот сюда.
Как это сделать? Да очень просто. Зажимаем в тисках. Сначала пробуем гнуть. Давайте я ее отмечу вот так вот. Мы ее согнем другой пластиной. Может быть, это вам покажется странным, но мне кажется, так может быть проще. Вставляем другую пластину. Примерно вот так вот. Возвращаем на место по меткам. И берем молоток. За счет того, что вторая пластина толстая, она, по идее, получился уголок. Она, по идее, должна была сохранить вот эту пластину, иначе мы ее бы всю поклепали, пока согнули. И она бы вот в этом месте упорно не хотела бы изгибаться. И то, мне кажется, ее надо немножко ее надо подклепать. Все, в итоге мы получили вот такой кронштейн из нержавеющей стали. Он еще не готов, надо просверлить два отверстия и вот здесь вырезать язычок, которым в третьем месте он будет цепляться за деталь крепления панели. Ну вот у меня получился вот такой чапельник, вот такой вот. И надо просверлить два отверстия под крепление пластины. Погнали. Ну что, друзья, я думаю, вам понравится, как это получается у нас. Вот здесь под рулем у нас получаются разъемы. В принципе, я, повернув руль в любую сторону, могу их спокойно заткнуть. Либо открыть и воткнуть сюда USB разъемы. Давайте посмотрим, не будет ли это ничему мешать. Еще научиться их туда пихать. Раз. И надо заказать короткие кабели для гаджетов, сантиметров по 30. Так, ну что, повернем руль. Никуда не достает. Но в любом случае это можно всегда сделать вот так вот. Раз. И вот здесь подключить. Все, слесарная часть у нас окончена. Все стоит. Давайте займемся электрической частью. Давайте подключим его к питанию. Чтобы добраться до питания, нам нужно снять вот эту вот фару. Для этого откручиваем два винта под шестигранник по бокам. Раз. Винты эти не теряйте, они на бульварда свои. Тем более на фару они немножко другие, отличаются от остальных. Там более длинное тело без резьбы. Стоят такие винты по 200 рублей, заказывать их потом совсем не хочется. Значит, два здесь и два винта вот с этой стороны под звездочку. Главное, чтобы фара не упала и не разбилась. Фара стоит еще дороже. Возможно, лучше начать с верхних винтов. Потом будет удобней, откручивая боковые, придерживать фару свободной рукой. Потому что сейчас свободной руки у меня не остается. И аккуратненько ее снимаем. Отключаем от нее провода. Раз. Габаритная лампочка выпала сама. Плохо засунул. Два. Так, фару откладываем подальше, в безопасное место. Ну и видим вот тут вот такое безобразие. Вот этот щиток не снимается. Я изначально в нем хотел сверлить отверстие и ставить это гнездо. Думал, буду дотягиваться оттуда или вот сверху
Ну, это была плохая идея, я признаю это. Так, теперь нам надо найти здесь напряжение при включенном зажигании. Тут надо выбрать, только ли при включенном зажигании, чтобы у нас было напряжение на зарядке. Либо, как вариант, еще и есть режим ключа третий, стояночный, когда горит габарит передний, маленькая лампочка, и задний габарит. Вот нужно ли нам в том варианте, чтобы шло питание? Я думаю, в принципе, а почему бы и нет. Я буду брать на габаритной лампочке. Что там по мощности, не знаю. Я думаю, для зарядки телефона хватит там мощности. Ну и минус надо где-то взять. Минус можно взять вот здесь, на фарной лампочке. У мотоциклов проводка двухпроводная. Не как на машинах, нельзя, короче, под болтик что-то подключать. Это важно. 12 вольт есть, 12 вольт нет. И на этом стояночном режиме 12 вольт есть. Замечательно. То есть, смотрите, у меня уже здесь подготовлено все. Тут до меня стояли... подогрев ручек стоял, подогрев грипс. И кто-то тут наколхозил. Я это все вырезал, потому что грипс с подогревом на мотоцикле, когда я его купил, уже не было. Но вырезал я как? Здесь вот такие клеммники, раздвоители. Сейчас я на них и буду подключаться. В куче проводов у себя нашел невзрачный вот такой кабель. 2 жилы, где-то по 1 квадратному миллиметру или по 0,75. Но что мне в нем понравилось, это мягкая ПВХ-изоляция и вот тут шнурок. Это чтобы провод не порвался. То есть это какой-то хороший, качественный кабель. Чисто для себя, чтобы не запутаться, потому что цвет клемм идет одинаковый. Они, то есть синие клеммы, но это для проводов более толстых. Я минусовую клемму сделал голую, а плюсовую изолированную. Так, здесь у нас промаркирована наша зарядка минус и плюс. Соответственно, подключаем так, как промаркировано. Цепляем наш провод в общий жгут. Делаем ему тут запас небольшой в этой панели. Вот так вот. Еще одну стяжку вот сюда поставить. Дальше наш провод опустился вот в это царство хаоса. И если вы зарядку вот эту заказываете по ссылке в описании, то здесь просто надо подключить минус, не запутаться, тот, который на ней промаркирован, минус вот синий опустил, синий надо подключить на минус. Это вот на фарной лампочке провод черный с белой полосой. А плюс подключить на разъеме габаритной лампочки. Ну, какой он тут, оранжевый, да, наверное? Оранжевый или светло-коричневый, я не знаю, какого он цвета. Может, бывший розовый, но грязный. Здесь надо обратить ваше внимание на то, что вот эта вот габаритная лампочка существует только на интрудерах европейской версии, не американской. И вот на моем японце она тоже есть. На американских М109R ее, скорее всего, не будет. Может, будет она на проводке висеть? Смотрите, ищите. Если не найдете, то, в принципе, можно запитаться от ближнего света. Это вот этот, по-моему, белый провод. Да, белый. Либо возьмите тестер и поищите здесь еще какие-нибудь плюсы. Но обязательно сделайте это через замок зажигания, чтобы потом не было мучительно больно за свой аккумулятор. Так, а в моем случае, так как я с этой зарядки сделал просто разъемы, я туда должен подать 5 вольт. Я буду сюда ставить вот такую коробку. Здесь я ее соединю с проводами с этими. Выход, а вход я подключу вот сюда. То есть приходит наши 12 вольт, выходит 5 вольт, якобы 5 ампер. Ну что ж, давайте смотреть, как это работает. Ну, значит, крышку открыли, зажигание включили. Он даже светится. Втыкаем сюда кабель в любое гнездо. Заряд пошел. Зажигание выключаем. Телефон потух. Зажигание включаем. Заряд пошел. Стояночный режим включаем. Заряд никуда не делся.
Собственно, все. Наконец-то у меня появилась зарядка на мотоцикле. Я уже устал. В телефоне только включаешь какую-нибудь геолокацию. Полчаса-час и нету у тебя телефона. Ну что, друзья, ставим все на место. Фару устанавливаем. 4 винта закручиваем. Здесь ставим этот колпак. 3 самореза. Это я уже показывать вам ничего не буду. Главное одно. У нас есть питание USB для любых гаджетов. В описании я выложу ссылку на вот этот зарядник. Выложу ссылку на видео, где я его проверял по нагрузке. И выложу ссылку на вот этот преобразователь питания. Дерзайте, у вас все получится. В принципе, нужны руки и немножко инструмента. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди очень много интересного. Впереди поездка в Крым.